Может ли сознание, высший аспект, одновременно посещать разные параллельные реальности, где проявлено индивидуальное сознание? Когда я нахожусь в состоянии вовлеченности в свою материальную действительность, когда я полностью своим сознанием физического тела нахожусь фокусом внимания в этой реальности, в этой материальной действительности, и я вовлечена полностью в эту игру, для меня существует только одна — это материальная реальность, в которой разворачиваются события по правилам этой реальности. И хочу сказать, мне прям вот хочется, я как будто вот сейчас, в данный момент, я пытаюсь как вот занырнуть в эту физическую реальность, потому что в процессе считывания получается такой легкий момент, как выныривание на поверхность, как вот немножко отсоединение от этого состояния физической реальности и какое-то чуть отстранение происходит. И вот когда происходит это отстранение, я понимаю, что в этом пространстве между мирами появляются как будто еще, вот я их вижу как пузыри. Это вот как аналогия происходит картинки из того фильма про мультивселенные. На энергетическом уровне что происходит? Эти реальности другие миры. Их составляющая идет в других плотностях, в других координатах, в других пространствах, где происходит другая составляющая вот наполненности атмосферы, ну вот физических проявлений. Это есть проявленные физические реальности, физические миры, да или нет? По-разному, очень разные. Есть такие миры, где прям вот как чуть ли не 50 на 50, где материя смешана с энергетической составляющей, но оно как на равных условиях, такой немножко не могу правильно подобрать слова. То есть эти миры, там и энергетическая, и физическая составляющая, они равнозначные. Как вот вижу, как в материи некие существа, похожие на людей, кстати, нет, фигуры похожи, а внешне другие. Они как и в материи, и в то же время они как вот как и в духе находятся, как вот в не в духе, а как вот энергетический слой. То есть какие-то такие полуматериальные миры. Вот. И всякие вот такого плана, как описывали, ну, у меня сейчас идут там газообразные и так далее, эти миры тоже присутствуют, в них есть некая живая жизнь, составляющая, но она в другой форме. В форме, там, я вижу в некоторых форме микробов, вирусов, вот каких-то вот таких живых организмов, но другие, которые подстроены под структуру, то есть не нам, не с нами схожие, то есть, но тоже физиологичные, так скажем. А если вот, ну, это я говорю, что это у меня больше сейчас идет пространство космоса, я вижу, и что там на самом деле есть разные, у меня такое сейчас идет слово, кишит. Космос кишит жизнью, которая для нас так интересно, мы как в вакууме находимся. То есть, когда я выхожу за пределы этого вакуума, там много волнений энергетических. А когда я как вот внутри с поверхности Земли вот вверх на космос смотрю, я слышу наши сигналы. Ну, вот как вот пускай ну, как бы вижу, слышу космос тишиной, слышу наши сигналы отсюда туда, которые отправляются там спутником и так далее. Но нет вот этого колебания движения. То есть отсюда там кажется, что там вакуум. А там есть вакуум, да или нет? Нет, там не вакуум. Просто мы не можем это воспринять. Так ладно, если возвращаться к реальностям, вот в которых я могу сонастраиваться с каким-то другим индивидуальным сознанием, индивидуальной душой. А что это такое вот было, когда вот я, допустим, с Египтом, вот исследование было? Какая у меня здесь есть информация, что происходит?
То пространство, которое мы воспринимаем как действительную реальность нашим сознанием, она является только одна частичка, это как сота. И если раскрыть вот восприятие, то это одна какая-то микроскопическая сота в много каком-то бесконечное, уходит в бесконечность, похоже, ну, вот таких же конфигураций сот. Бесконечность. Это То что есть значит? Это как варианты возможных раскрытия, возможных реальностей. И они уходят вот прям туда-сюда, вот с такой зеркальной перспективой реальности. А это множественность одной реальности, вот моя реальность, и это от моей реальности множатся другие, или это бесконечное количество каких-то реальностей, бесконечное количество раскрывающихся возможностей от тех, которые мой физический ум воспринимает как логические и допускает их, до каких-то совершенно фантасмагорических реальностей, которые даже не укладываются в какой-то вообще приблизительный алгоритм моего мозга, даже если рассматривать какие-то фантастические сценарии от вот того, что мы допускаем вообще. Как раз вот эта ячейка построения этих сот, оно так получается, что вот моя реальная, ну как она нереальная, та моя ячейка, в которой реальность, в которой я нахожусь, я ее воспринимаю, она для меня как бы центральная, потому что мой фокус внимания, он здесь. И те ячейки, которые находятся рядом, они, ну, похожие. То есть то, что кардинально отличается, оно и вот прям вот в удалении находится от. Чем дальше, тем не похоже, так скажем, тем более кардинальное отличие. Так это реальности, в которых мое сознание – это я, но другая, или это какие-то другие вообще там персонажи, другие ну, другие сущности, существа. Вообще я вижу очень сложную конструкцию, которая раскрывается как... Вот я это вижу сначала как соты, и это по плоскости они раскрываются. И это что? Это раскрытие, по сути, возможностей конкретно моей реальности. Потом на эти соты я вижу, как в зеркальном отражении сверху, вот если смотреть, здесь начинает отражаться тоже огромное количество сот, и здесь уже интерпретация, возможно, разных вариантов. Сверху накладывается, теперь вот на эту конструкцию сверху накладывается тоже бесконечное количество сот. И сейчас у меня такая картинка, похожая очень на стекляшки, которые вот в трубе в детстве смотрели, они вот так начинают менять свою конфигурацию, стеклышки, из них всякие фигуры получаются. Вот из этого складываются вот какие-то такие конструкции. Сейчас это вот как выглядит на энергетическом плане. Это какая-то сложная система. Что касается, значит, множественности реальности присутствует. Правильно я понимаю, да или нет? Да, ну это очевидно, то есть то, что это складывается. Как мое сознание, высшее сознание проявляется? Вот я есть вот это вот тело, это индивидуальное сознание. Правильно я понимаю, да или нет? Да, да. Ну, так скажем, это все составляющие этой проявленной реальности, как индивидуально себя, я воспринимаю себя как индивидуальное сознание. То есть я отличаю себя от там другого человека, там от другого животного. Вот там животное, там человек, я – это я. Я здесь, я сижу, я вот сейчас вот исследование провожу. Я вот мое тело, я есть Марина. Я есть Марина. Я есть грудь.
сказать, это мое индивидуальное сознание, которое воспринимает себя здесь. А что происходит, когда я восприняла другую реальность, в которой не Марина, а вообще мужчина и какая-то другой жизненный сценарий? Что это такое было? Но у меня сейчас идет информация о том, что проявленность индивидуальных сознаний подразумевает общее составляющая. Это вот то, что как раз вот у меня сейчас выстраивается это понимание сверхсознания. Это какая-то общая энергетическая структура, можно ее так назвать, от которой почковываются вот эти индивидуальные сознания. Вот то, что там была информация, сверхдуша, или сверхсознание. Но это я это воспринимаю как некая энергетическая составляющая. Что это такое? Как я это опять вот у меня это образ этого облака, большое облако, и от него такие отпочковываются маленькие, как вот маленькие такие ее части. Причем это совершенно удивительно, что отпочковывается именно эта структура. То есть и вот это индивидуальное уже получается сознание, которое вот как, ну, не знаю, я почему-то вижу, как оно вообще формирует вот тело, когда вот уже, когда человек, где это индивидуальное сознание находится, ну так физиологично, если, но оно его как окутывает. Вот да, вот то, что люди называют как аура и так далее, но это не совсем индивидуальное сознание, но я вижу, что оно как туманчик такой вот повторяет форму тела. Но это если там уже анатомию смотреть, надо изучать анатомию этого тонкого тела человека, тонкое тело человека. Но по сути вот из этой субстанции, которым является вот эта субстанция именно энергетическая, которая абсолютно по своей составляющей а, соответствует вот этому общему сознанию. То есть, ну, я так понимаю, что вся эта картина, она максимально упрощается для того, чтобы мой физический ум мог трактовать примитивно сам процесс, вот что происходит. Такое. И по сути сонастройка у человека происходит со всеми реальностями или с реальностями, где своего сверхсознания он сонастраивается, сознание может скакать. Ну, так скажем, быстрее всего примагничивание происходит. Прям даже есть такое ощущение, как магнитики вот так пристыковываются к металлической поверхности. Пристыковка происходит в первую очередь к индивидуальным сознаниям с общим сверхсознанием. Ну, назовем их родственными. Сонастройка, она происходит осознанно или бессознательно. Все варианты возможны. Осознанная сонастройка происходит, но, так скажем, полуосознанная, потому что здесь сонастройка произошла, она была как ответом на вопрос. Она сонастроила с реальностью, которая параллельно синхронизирована была в тот момент с моей реальностью, и между этими параллельными реальностями происходило взаимодействие на энергетическом уровне, поэтому произошел вот этот вот прилипание к этой сонастройке, ну, так сказать. Происходит именно синхронизация, ну, в каком плане? Вот общая волна, общая какая-то тематика, общая идея, которая отражается вот в параллельной реальности другого индивидуального сознания, моего родственного, с нашей общей с нашим общим сверхсознанием. То есть прям пык, стыковка, пристыковка происходит такая, ну, так скажем, восприятие, то есть пристыковка, я что называю, вот это вот прилипание, это что такое происходит? Восприятие. Идет восприятие, вот прям идет это вот, и происходит телеэмпатическое, что называется, считывание через чувствование, через вот восприимчивость каких-то интуитивных состояний. Они могут, эти интуитивные состояния, выражаться уже в какие-то мыслеформы.
Первая сонастроек — это со своими параллельными со своими индивидуальными с индивидуальными сознаниями своего сверхсознания, другими быстро происходит. Особенно если есть какая-то общая такая тематика. И тут уже, да, эти индивидуальные сознания, они могут находиться совершенно в разных плоскостях параллельных. То есть, по сути, здесь, да, я не чувствую прошлого, будущего, настоящего. То есть это, по сути, в той реальности может протекать относительно моей реальности, это может быть прошлое, но вот в том виде, в как я их вижу, они, по сути, да, одномоментно существует. И есть реальности, которые относительно моего пребывания, вот моей реальности, могут мне казаться как прошлым и будущим. Но это я уже повторяюсь, или некое будущее. Но есть реальности, которые идут параллельно прям моему временному отрезку. Я вижу даже, есть 3 или даже 4, а может даже больше, до 5 воплощений индивидуальных сознаний от моего сверхсознания, которые со мной как в параллельном действительности. То есть у них временные отрезки те же самые. То есть они со мной в моей реальности вот в 2023 году живут, да, или нет? Да, и это разные возраста, и это разные локации. Да, суть в том, что связь происходит через общее сверхсознание. И если рассматривать каждое индивидуальное сознание, проявленное от сверхдуши, всех составляющая идентичная, а вот сверху уже, почему-то мне это как сверху, но это, видимо, как это, обрастает личность, уже которая формируется в тех реальностях, в условиях физической реальности, которая для каждого индивидуального сознания сформирована. Так вот, поэтому, по сути, я хочу сказать, что так интересно, что каждое индивидуальное сознание, оно отражает как качество других сознаний. Они могут быть не проявлены ярко, они могут быть в каком-то зачаточном виде, но они как вот отражают. То есть, допустим, у меня есть музыкальный навык, там какое-то свое время я занималась музыкой, играла на фортепиано. А есть ли где-то параллельное индивидуальное сознание от моей сверхдуши, который вот музыкант, пианист, да или нет? Да, есть. Причем это вижу, что мужчина, и прям концерты играет на сцене, прям очень бурно, прям профессиональный музыкант. Играет на фортепиано, на рояле, пианист. Да, то есть я какой вопрос задавала? Можно ли качество вот сонастроиться и перенять те качества и умения, которые у индивидуального сознания там в другой реальности? Возможно ли это сделать, да или нет? Ну, на здесь и сейчас. Сонастроиться и воспринять переживания другого индивидуального сознания возможно, и использовать это в своем опыте жизненном, как просмотреть как возможность. Это да, это возможно, и это очень эффективно использовать в своей жизни, но так, чтобы качество взять, вот я знаю, что он хорошо играет, вот сесть за рояль и начать так же играть, это реально вот здесь и сейчас, да или нет? Маловероятно. Маловероятно. А вот то, что описывала та женщина, которая была в летаргическом сне и какие-то качества перенесла в свою вот физику, даже как-то какие-то способности были. Это скорее как исключение из правил. И я вижу, что здесь как вот наложение происходило, но наложение было не как условно миров, а формирование ее сознания. То есть ее мозг физический, он действительно не имел нейронных сетей, не имел этих знаний. Она, по сути, для нее физическая реальность, несмотря на то, что она в ней как бы вот проснулась, будучи в взрослом теле уже, да, она для нее стала формироваться как вот
уплотняться, то есть она ее воспринимала как мягкую. То есть, по сути, она ее воспринимала такой, какая она есть на самом деле. Вот чисто энергетическая составляющая. То есть то, что я воспринимаю как стол, стул там и так далее, компьютер, там наушники, это только потому, что мой мозг имеет об этом некую программу. Ему так сказали, он так воспринимает. То есть если у него есть другая программа, эта физическая реальность начинает восприниматься иначе. Как, собственно, есть опыты, когда человеку внушают, что холодная вода – это огонь, и он обжигается, и есть на теле доказательства этих ожогов. То есть это прям вот такие, ну, примитивные вещи, но на более глубоких, фундаментальных вещах принцип такой же работает. Но это уже другая глубокая такая метафизическая тема. Поэтому, по сути, это возможно. Но исходить из вот действительной реальности здесь сейчас, как для среднестатистического жителя, да и как бы не для среднестатистического, для большинства, это маловероятно. Только какая-то вот такая кризисная, а, парадоксальная ситуация, которая вот как, допустим, с этой женщиной случилась, то это как бы надо отдельно смотреть, что там было. Вот, поэтому так сказать, что вот сонастроиться с реальностью, где я там какой-то хакер, допустим, и сесть и сразу вот так перегрузить, как вот в этих фантастических фильмах, гипотетически это возможно, и в каких-то реальностях так и есть. Буквально скачки. Есть такие сущности, у которых конфигурация их тел таким образом построена, что они воспринимают энергетическую реальность в том виде, в котором она существует, как вот через эти энергетические составляющие, и они выстраивают вот эти там прыжки. Но это даже уже вот то, что ну, пока пишут наши фантасты, вот эти космические корабли, которые вот прыжки осуществляют из одного пространства в другое, нам это кажется что-то такое метафизическое, а это уже как бы просчитанные, ну, физические аспекты, просто других, ну, которые как по другим законам работают. И мы этих законов просто не знаем. На здесь и сейчас очень конструктивный способ использования этого свойства, этого качества – это посмотреть, как проиграется. То есть можно сонастроиться с реальностью и посмотреть, как, допустим, проблема, которая вот отзеркалилась, допустим, в моей реальности, значит, где-то есть реальность, где она проигралась, и посмотреть, как она проигралась, к чему она вышла и какие предпосылки. И вообще, это моя проблема или это я как это сонастроилась с какой-то параллельной реальности и взяла оттуда. То есть вот в таком ключе работать вот с этими возможностями можно и даже нужно, я бы сказала. Что-то хочу я еще здесь добавить относительно этой темы реальности. Но у меня был такой вот вопрос, что, ну, по сути, зачем мы тогда забываем о этих параллельных реальностях? Нужно ли нам вообще как бы эти возможности, да, или нет? Ну, в ближайшей перспективе а, это как это, неизбежность, это раскрытие новых потенциалов, новых возможностей, и они нужны, потому что идет как, ну, новый этап, идет такое эволюционного развития, поэтому раскрываются и новые возможности, появляется больше информации, появляются новые верования, новая философия, вот это вот мультивселенная, многовариантность, одномоментность и так далее, квантовая вот эта вот физика, все, что она демонстрирует. То есть это естественное развитие эволюции, соответственно, качество и возможности людей, те же самые способности вот эти телеэмпатические, опять же, не то, что мы подразумеваем, там, читаю мысли твои, тебе там внушаю. Ну, такое тоже возможно будет, в принципе сонастройка друг с другом, передача вот каких-то своих состояний в сознательном, с помощью осознанных действий, а не бессознательно, оно уже как вообще как бы в такой вот прям вот рядышком, это прям как
Такое обязательное качество уже будет, как слух, как зрение, ну, у большинства людей, так скажем. То есть это такое качество, ну, само собой разумеющееся будет. Телепатия, я имею в виду. Что-то еще здесь я хочу сказать по поводу вот этих параллельных реальностей, да или нет? Что-то такое надо сказать? Ну, здесь уже заходите, если предметно, какой-то узкий там вопрос. Больше, конечно, это такая общая так канва. По большому счету уже дальше индивидуально, какое взаимодействие у кого как происходит, да, это то, что я выше сказала, это уже индивидуальная особенность. Так, в принципе, если мне еще что здесь добавить, да или нет? Нет, в общем сказано.